Россию ждет жесткий ответный удар. Зеленский не против убийства Путина, а переговоры между РФ и Украиной могут начаться в ближайшие месяцы. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Наказание для Орбана. Венгерский премьер может понести наказание за то, что назначил себя посредником от имени Европы и устроил закулисные игры с Путиным. Это скорее предупреждение Орбану. Вот ты слишком заигрался, парень. Умерь свой пыл. ВСУ стабилизировали линию фронта в Харьковской области и скинули десятки боеприпасов на позиции россиян в Херсонской области. Какие действия путинской армии? Польша предупреждает Лукашенко, начнет ли думать самопровозглашенный и чем завершится эра его правления. Будущим властям придется все эти завалы разгребать. Друзья, доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. К жесткому ответному удару по России за обстрел детской больницы в Киеве призвала Дания. Премьер-министр этой страны Метте Фредериксен говорит, что должна быть реакция. Украине необходимо передать дополнительные системы ПВО и сделать все необходимое, чтобы отбросить Россию на линии фронта. Фредериксен также ответила на вопрос, готов ли блок НАТО вмешаться и взять на себя роль координатора в оказании помощи Украине. Что ж, это имеет важное значение. Это важно как с практической, так и с символической точки зрения, потому что НАТО – это наш самый важный зонтик безопасности. До сих пор большая часть усилий по оказанию помощи Украине предпринималась в рамках НАТО. Следующие шаги на этом саммите НАТО имеют большое значение. Я по-прежнему считаю, что война в Украине – это прежде всего вопрос не Украины. Да, именно они платят самую высокую цену, поскольку погибло слишком много людей, как мужчин, так и женщин. Однако в первую очередь речь идет о России, которая хочет установить свой контроль даже в глубине европейских стран. И мы просто не можем позволить ей это сделать. Зеленский же назвал свой вариант жесткого ответа. Украинский президент признался, при каких обстоятельствах возникает желание убить Путина. Я отец, я президент, я человек. Это так сложно терять людей, так сложно терять детей. И, конечно, вы видите этих людей, вы видите родителей, и когда их дети умирают, вам хочется убить Путина в этот момент. Все они, все мы хотим, мы все очень сильно этого хотим. Рейтер сообщает, что в итоговом коммюнике саммита может идти речь о том, что НАТО собирается поддерживать каналы связи с Москвой, чтобы предотвратить эскалацию войны. А Китай обозначат как страну, которая способствует военным усилиям России и создает новые вызовы для безопасности Европы. Детальнее о событиях в Вашингтоне, почему генсек НАТО считает, что пока рано говорить о сроках вступления Украины в Альянс, об этом мы поговорили с политологом Владимиром Фесенко. Решения Вашингтонского саммита НАТО по Украине, судя по предварительной информации, будут гораздо более весомыми, чем решения саммита в Вильнюсе. Подчеркиваю, гораздо более весомыми. Я поясню сейчас почему. Теперь вот что касается ожиданий от приглашения. В прошлом году такие ожидания были, и они были чрезмерно разогреты. Чрезмерно. Украинская сторона хотела тогда максимально надавить на США, на другие страны НАТО, чтобы получить приглашение. Это уже такая излюбленная методика Зеленского. Сейчас ситуация совсем другая. Я могу вам ответственно говорить, и можно это легко проверить, никаких особых ожиданий по поводу приглашения Украины в НАТО в Киеве не было. И в итоговом документе должно быть заявлено, судя по предварительной информации, о неминуемости вступления Украины в НАТО. Это не приглашение. Это сигнал поддержки Украины и поддержки ее стремления в НАТО. Но это сигналы для России. ВСУ удалось стабилизировать и восстановить позиции в Харьковской области, в частности, недалеко от населенного пункта Глубокое. Об этом пишет Американский институт изучения войны. К такому выводу аналитики пришли на основе того, что теперь стало целью российских войск.
Те наносят удары по позициям к северу от населенного пункта Глубокое, что свидетельствует о том, что украинские военные выбили оттуда россиян и заняли эти позиции. Помимо этого, Американский институт изучения войны сообщает, что РФ намеренно вербовала граждан Индии на войну, чтобы не объявлять мобилизацию. Вербовка граждан Индии является частью продолжающейся кампании Кремля по формированию сил, которая началась весной 2022 года, как способ избежать объявления крайне непопулярной мобилизации в России. Она продолжилась и после объявления Путиным частичной мобилизации в сентябре 2022 года. СМИ Индии накануне сообщили, что российское Минубийство уволит абсолютно всех граждан Индии, у которых был контракт с путинской армией. Это решение – результат визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву. Кстати, Моди после визита к Путину заявил, что конфликты должны решаться не на поле боя. Сейчас не время для войны. Я обсуждал конфликты в Украине и в Западной Азии с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Гибель невинных людей недопустима нигде, и решения конфликтов не могут быть найдены на поле боя. Силы специальных операций Украины уничтожили 15 лодок российских оккупантов в Херсонской области. Все плавсредства были обнаружены дронами вблизи мест дислокации российских военных на левобережной части области, которая по-прежнему подконтрольна российским оккупантам. С помощью дронов все лодки были уничтожены. Напомню, что еще и сама природа против российских военных на территории Украины. Июль выдался жарким для оккупантов в районе Голой пристани, города в Херсонской области. Несколько дней назад там начались масштабные лесные пожары, и как итог, многие позиции путинского войска, которые находились в лесах, уничтожены. В сети опубликованы кадры, как утверждается, снятые на левобережье Херсонской области. Российские военные рассказывают о последствиях пожаров. Лукашенко пора начать думать о том, как и когда завершится миграционный кризис, существующий уже несколько лет на белорусско-польской границе. Об этом говорит заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик. В Варшаве напомнили, что Анджей Дуда говорил о проблемах на польско-белорусской границе и действиях Минска с Си Цзиньпином, которого Лукашенко считает своим другом. Białorusinom mówimy to w jasny sposób. Мы говорим это белорусской стороне очень четко, и это относится к нашим отношениям с Беларусью, а не с Китаем. И мы прямо заявляем, что готовы к любому решению в этой области, потому что мы не допустим, чтобы этот миграционный кризис, который создала Беларусь, продолжался бесконечно. Вот почему мы улучшаем заграждение на белорусской границе, мы уделяем внимание охране, но мы также четко заявляем на политическом уровне, что это не может продолжаться вечно, и Беларуси следует начать думать о будущем этих отношений в этом вопросе. О будущем Беларуси без Лукашенко, а также о том, куда и к чему привели республику 30 лет правления диктатора, мы поговорили с белорусским политологом, политическим обозревателем «Радио Свобода» Валерием Карбалевичем. Завалы, которые создал Лукашенко в общественной системе, политической, социальной, экономической, огромные, и будущим властям придется все эти завалы разгребать. Поэтому, если говорить, каким результатом привел Лукашенко за последние 30 лет, то это тупик. Тупик внутренний, тупик внешнеполитический, тупик социальный, тупик моральный. И поэтому будущим наследникам, правителям Беларуси предстоит очень много работы, чтобы все поменять. Украина и Россия могут начать мирные переговоры уже в конце этого года. Об этом говорит венгерский премьер-министр Орбан, который сейчас колесит по миру. Он побывал уже в Киеве, Москве, Пекине и теперь находится в Вашингтоне, где встретился еще и с Эрдоганом. Орбан уверяет, что товарищ Си и Путин, с которыми он виделся, предполагают, что переговоры между Киевом и Москвой по завершению войны состоятся уже до конца 2024 года. Орбан пугает, что
ближайшие 2 месяца на фронте станут драматичными, а вообще, по словам Орбана, Путин якобы считает актуальным то предложение Украине, которое он делал еще весной 2022 года. Речь идет о том, что Крым останется российским, а Киев откажется от вступления в НАТО и согласится на реорганизацию вооруженных сил. Издание «Европейская правда» пишет, что в ЕС заговорили о наказании Венгрии и правительства Виктора Орбана за его международную активность, в том числе за фейковое посредничество по прекращению войны в Украине. Вот то, что произошла эта утечка, о том, что думают над тем, чтобы лишить Орбана, ну и Венгрии председательства, за то, что Орбан злоупотребляет статусом председательствования Венгрии в Евросоюзе, это скорее предупреждение Орбану, что ты слишком заигрался, парень. Умерь свой пыл и согласовывай свои дальнейшие действия с нами. Иначе мы будем думать над более серьезными действиями. Это, кстати, методика работает. Она сработала в конце прошлого года, в начале этого года, когда Орбан блокировал целый ряд решений по помощи Украине, а также по началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. Ему тоже вот через такие утечки предупредили. Если он будет слишком упорствовать, то начнут думать о неких санкциях против Венгрии, о решениях, которые будут приниматься без Венгрии. И он понял, что надо идти на компромиссы. Посмотрим, как будет сейчас. То есть предупреждение Орбану прозвучало, но это в рамках ЕС. Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора. Я напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране. Мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нефта ищите в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.